Всем привет, это опять я. У меня в руке удочка, за спиной ружье. Это значит, что я в лесу. Большую часть здесь все-таки на охоте. 2 прошлых дня, что мы были в лесу с товарищем, мы охотились. Но вот сегодня я решил вам показать рыбалку. Охоту трудно показывать, трудно вот застать момент, когда из-под ваших ног выпорхнет утка. Поэтому охоту трудно снимать, а рыбалку запросто. Вот я вышел к лагерю побросать. И вот сегодня моя первая рыбешка. Причем, сразу скажу так, это хорошая рыба. Это голец. Это недавно совсем скинувшая икру самка. Я такую же, разумеется, возьму. Это весьма пищевая рыба. Перемещение по этой реке, как вы видите, сплошное удовольствие. Вот этот берег вообще не пройти. Надо спускаться к воде. Это тут бревна. Видно, что по ним ходит тут медведь. Значит, наверное, и мне можно. О, как побежал. Кого только не встретишь на рыбалке. Вот тут по следам видно, как я окликнул медведя. Он выскочил из воды и вот пошел. А вот здесь видно, как он резко перешел в галоп на газах. И он влез просто вот, видите, там даже в лесу прогала нет. Просто напрямик. Я только слышал, как трещит он. Вот такие вот встречи в лесу. А это чуть выше по течению. Вот из воды выходят такие капельки на камнях. Капли, 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 капли. А потом медведь остановился и решил, знаете, вот как собака отряхивается. Вот медведь отряхнулся. Вот видите, как вода вот разбрызгалась. Там, где башка, он мотал не амплитудно, поэтому воды мало. А там, где зад, махал амплитудно, поэтому воды много. Или наоборот. Как вы, наверное, поняли, мне резко расхотелось рыбачить. Я вернулся в лагерь. Вот у нас, еще не до конца поставленная баня. Не установили печку. Вот спальная палатка. Вот Антон Саныч хлопочет. Антон Саныч, мне полагается рюмочка за стресс. Сейчас. Вот спальная палатка, печка, 2 кровати. Ой, не приведи бог. Ну, за жизнь. Да, собственно, и бог с ней, с рыбалкой. У нас все в порядке с охотой. Вот в этой тарелке порубленные на куски 3 утки, черок, свесь и каменушка. Вот их сейчас вот в этот чугун. Когда уточка уже чуть-чуть прихватилась по краям, пора закинуть овоща. Лук с морковкой. Когда овощи немножко поджарились, самое время забросить чеснок. Я его бросаю просто зубчиками. И потом приправу, вот просто приправа для плова от приправыча. Вот даже ценник остался 25 рублей. Кто-то там скажет, что приправу нужно собирать самому, вот то ли дело там, какой-то качественный кумин, качественную куркуму. Ребят, мы находимся в лесу. Здесь как бы вообще не до этого. Здесь есть что-то, и слава богу. Ну вот мне кажется, что все ингредиенты уже достаточно готовы, чтобы засыпать рис. Рис я заранее замочил. И вот теперь заливать водичкой, и все. Воду залил, рис размешал. Время все это накрыть крышечкой. А крышечка здесь с большой буквы К. Здоровая, тяжелая, то есть полностью чугунная крышка. И здесь она обеспечивает, скажем так, минимальный прорыв пара из всего возможного. Пар, разумеется, будет прорываться, но не так, как он бы это делал в обычной кастрюльке. Ну, Антон Саныч, давайте, как беспристрастный оценщик.
Съедобненько? Как говорил один автор, вкус специфический, но вкусный. Вот она рыбочка. Вот она рыбонька. Ух ты. Прекрасный галечик. Как вам всем понятно, уже следующий день. Утро. В этот раз я прагматично на речку не пошел один. Я все-таки сказал Антону, что пока я рыбачу, он может вокруг походить, пострелять. Правда, он уже вот туда за поворот ушел, и что-то как-то уже стало боязно. Но пока клюет рыба, я забываю обо всех страхах. Это очень хороший, красивый голец. Мы его, разумеется, берем всего в пищу. Повторим. Аккуратненько. О, поклевка. Все, рыба на крючке. Ну-ка, кто это? По-моему, это и мешонок. А нет, красноперка. Это угай. Угай красноперка. Правда, в этот раз у нее совершенно не осталось почти красноты на плавниках. Ну, поверьте на слово. Это красноперка. Брать в улов угая, когда у тебя уже в рюкзаке лежит пара гольцов, как-то совсем некрасиво. Потому что красноперка, помимо того, что вкусом уступает гольцам, так она еще и гораздо костлявей. То есть проблем с красноперкой больше. Поклевочка. Еще одна. Еще. Кто-то так очень... А, вот все, сел. Наконец-то опять красноперка. Все очень так деликатно. Цик-цик так. Аккуратно поклевывает. Ну, с этого места надо уходить. Тут, скорее всего, красноперки очень много. Порыбачить она не даст. А вот она прям ходит в береговой линии. Ну, раз она у берега, мы кинем в коряшки поглубже. Может, там ее нет. О, поклевка опять. Будет еще поклевка? Не будет. Опа-на. Ух ты. О, хорошая рыба. Кунжа. Достаточно крупная. Правда, для этих мест видал я и побольше. Хорошая. Надо ее быстренько отпустить. Потому что придет вот сейчас Антон Саныч, он мне припомнит, что я забыл коптилку. Так, а сами попробуем поймать еще что-нибудь. Вот кто-то хороший клюнул. Упирается по-взрослому. Скорее всего, крупная кунжа. Да, кунжа. Кунжа. И да, размер побольше предыдущих. Пока я ее даже подвести не могу. А тех предыдущих буквально на первых рывках сразу подводил. Да, размер хорош. Размер неплох. Размер очень даже. О, да. Вот. Хороший хряк. На такого масенького червячка позарилась. Ну, здесь тут около 2 с лишним кил. Так, визуальненько. Попытаться оценить так
на взгляд. Антон Саныч, как вы думаете, 3 кило есть? Да, я думаю, есть. Желтенькая такая, хорошенькая, красивая. Никаких копчений. Пускаем. Давай, не туда плывешь. Все, молодец. Вот, ах ты! Сначала увидел выход рыбы заблесной, потом почувствовал атаку. Вот она, доела. О, голец! Вот это было прям правильное решение. Резинка красноперка клюет. Достал колебалочку. Гольцы. Ну, конечно, я говорю сейчас во множественном числе. Говорю лишь так, потому что просто надеюсь, что этим дело не закончится. Шикарная рыба. Ну, по-настоящему рыба называется южная мальма. Голец — это род. Южная мальма — это вид. Но мы на Сахалине все его называем голец. Отлично, отлично. А вот здесь мою резиночку захотел съесть китун. Но сейчас его надо как можно быстрее на берег выволочь, потому что я уже слышу, как плетенка об его зубы скребет. Скребет зубами, зараза, по плетне. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Он часто зубами перетирает плетенку. Они у него не очень острые, но их количества хватает, чтобы плетенку перетереть. Ну, кондиции у него, прям скажем, очень плохие. Судя по брюху, он уже поучаствовал в нересте. И после такого ему как бы одна дорога на кладбище. Поэтому его уже не станем кушать. Ох ты! Ох ты! Кунжичка. Кунжичка покусилась на блесну. О, какая бодрая, а. По-моему, на сегодня это из всех кунж самая бодрая. Хорошенькая такая. И она вот, в отличие от прочих, она не выглядит ослабленной нерестом. Она хоть и отнерестилась, видно по впалому животу, но такая, сохранившая еще пропорции. Ладно. Плыви, подруга. Красота. Вот опять очередной гольчик. Только это вот вообще 5-й голец за весь день-то. Согласитесь, не так уж и много. Причем вот там вот рюкзак Антон Саныч уже дичи накрошил. Капец. А у меня только 5-й голец за весь день. Ну и представьте, что какие меня чувства обуревают. Ну, хотя я тоже одну уточку шмякнул. Так. Ну, давай. Хороший голец выходил. Прям хороший. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, здоровый выходил. Ну, знаешь, так неторопливо шел. Так, ну-ка. Что? Надеюсь, не красноперка. Ну, вроде голец. Ай ты, господи.
почему-то так, что не крупный гольчик. Я его дотащил с легкостью. Ну, чуть что побольше почему-то свалилось. О, давай, вот. Догнал издалека гольчик. Ух ты. И размер уже. Он прям, я его видел, как он не плыл за блесной, а издалека, с разгону догнав, вылетел как из ниоткуда и атаковал. Вот такая рыбалка мне по душе. О, кунжища здоровая, баражирует. На колебалку обратила внимание, но клевать не стала, да и слава богу. Меньше кунжи, меньше проблем. Да. Ух! Найдена гольцовая точка. Так. Голец в очень хорошем весь состоянии. То есть он очень хороших качеств по нагуленности. И вообще, ну, просто весь экстерьер его говорит о том, что это просто супер качество. Так, вот он. Вот он. О, давай, выскакивай. Вот тут, правда, медвежья какашка. Как бы не зарядится гольцом. И тут, как вы видите, помимо того, что везде медвежьи какашки, еще и, ну, вон тоже медвежья какашка, полно еще медвежьих следов. Так что то, что вот мне вчера медведь рыбалку испоганил, сегодня он тоже вполне себе в силах это сделать. Так. Вот так вот пытаешься ловить гольчика, ставишь маленькие приманочки, что-то утоньшаешься, все более деликатное стараешься поставить. Вот садятся эти слоны и портят тебе всю статистику. Ой-ой-ой. Ой. Небось еще и всего гольца в яме перепугала. Ну вот, кстати, вот эта кунжа на сегодняшний день, по-моему, самая серебряная, самая красивая, самая бойкая. Вот такая вот. Вот такая вот хорошая пузатенькая кунжичка. Фух. Ну а мне, пожалуй, пора заканчивать. Фух, пора домой. Я вот уже иду с рыбалки в лагерь. Вот видите, тут где-то человеческие следы, но всем очевидно, что медвежьих следов тут больше, чем человеческих. Причем видно, что медвежьи следы разного калибра. Есть и маленькие, есть и средние, есть вообще конкретные ласты. Вот, собственно, весь улов за сегодняшний день. Ну, я имею в виду чисто голец-мальма. 4 штуки за весь день. И вот 4 штуки с последней точки. Хотя там еще было несколько сходов и постоянно рыба бегала. Но потом быстро прикатила и начала клевать кунжа. Закончился голец. Это маленький улов. Рыбы откровенно мало. Я не очень этим доволен. Но я рад, что красиво провел время на рыбалке. Но еще вам так скажу. Речка достаточно маленькая. Сами видите, речка просто вот переплюйка. И то, что в переплюйке водятся вот такие красавцы, это уже очень хорошо. Сейчас быстренько их всех разделаю. Часть засолим, часть сейчас пожарим.
Пока Антон щиплет дичь, я тут жарю гольца. Прекрасного цвета мяса у него. Отличный просто по экстерьеру, по своему. Прям вот в самых наилучших своих из возможных состояний. Голичек уже пожарен. Приходит пора рябчика. В этот раз я немножко отступил от классического рецепта. Классический рецепт — это грудки рябчика нужно прям на сильном-сильном огне прям резко обжарить. И не будучи запанированными, а будучи обваленными только в соусе. Это обеспечило всегда много брызг и недовольство сидящих вокруг. Поэтому я решил немножко изменить рецепт. Я теперь грудки рябчика панирую слегка в муке. И только потом, когда они немножко обжарятся в панировке, добавляю, я обычно лью соус якитори. Тут, в принципе, без разницы. Можно даже обычный соевый соус развести с сахаром 50 на 50. И тоже получится неплохо. То есть 50 на 50 я имею в виду по весу. То есть, грубо говоря, там на 50 грамм соевого соуса 50 грамм сахара. И когда грудки обжарятся, залить их соусом, а потом залить лучшей в мире фасолью Фрау Марта, красная фасоль в томатном соусе. Я им уже не раз намекал, что готов их рекламировать всего за пару ящиков фасоли в год. Но они что-то молчат. Все, рябчик поджарился до достаточных кондиций. Ой, что началось-то сразу, а? Сколько суеты, сколько шума. Красная фасоль и соус терияки. Повторюсь, можно и якитори, можно просто соевый, с сахаром, без разницы. Такие соусы за 50 рублей из супермаркета. И вот в таком состоянии я сейчас это накрою крышкой, перемешаю, и в таком состоянии протушу минут 15. Может даже поменьше. Все, рябчик в томате готов. Я его на другую печку переставил. А на этой печке теперь готовится, потому что у нее КПД выше, у нее 4,1 киловатта на выходе. А тут готовится вот это уже тут лук и морковь в качестве зажарки. И тут уже варятся 3 тушки маленьких куличков. Кулички хоть и не крупные, но они вот такие где-то. Но они очень жирные, чрезвычайно жирные. Ну, а во-вторых, Антон их убил одним выстрелом. Всех 3 сразу. Поэтому вот уже ради этого они достойны быть основой для легкого супа. Мне так кажется, что цыплята в супе дошли до полуготовности. Я ориентируюсь исключительно по опыту, а не по времени там. Поэтому я закладываю картошку. Картошки мало. Собственно, и нас мало. И объем супа сам мал. Но картошка нарезана нарочито большими кусками, чтобы пока цыплята доходят до полуготовности, картошка сильно не разварилась. А дальше красная фасоль. Вот в специальной красивой красной баночке. Фасоли совсем чуть-чуть. Просто буквально вот так вот покропить. Она там больше для даже не для вкуса, она создает вот эту густоту супу добавляет. То есть делают бульон густым. Поэтому теперь пусть еще покипит минут эдак 20-25, полчаса. И будет все готово. Это наливается волшебный лафит. Под волшебный лафит предлагается откушать рябчику. Рябчику фасоли. Но скажу вам так. Ценители в первую очередь рябчика не едят, а в первую очередь едят фасоль. Потому что она пропитывается и наваром рябчика, и соусом. И становится едва ли не вкуснее. Антон Саныч. Позволяют себе всякое. Вот такой получился суп. Суп получился очень жидкий. Собственно, я и стремился сделать его жидким, потому что у нас несколько блюд густых. Рябчик, рыба.
капуста. И нужно что-то похлебать жидкого. И вот эту желтизну фирменную ему дает как раз красная чечевица, которая почти полностью в нем растворяется. Вот так вот, опа. И вот так вот, опа. И вот эти вот кулички внутри. Кулички мы варили их целиком, дожидаясь, пока они станут максимальной мягкости. Не вижу смысла не выпить под супчик. В общем-то, взаимно. Приятно, когда есть единодушие в команде. О, да. Супчиком же и закусить. Вот хотя бы картошечкой. Вот раннее утро следующего дня. Мы уже упаковываемся. Сейчас будем сворачивать палатки, баню. Кстати, баню мы прокачали. Эту баню, у меня уже многие видели. В бане теперь еще и по совету хорошего человека с YouTube канала «Банный корреспондент». Теперь здесь теплый пол. То есть такой пол из плотной пенки такой. Ну а печь-то та же самая с парогенератором. Каналу «Банный корреспондент» виртуальное рукопожатие. Ссылкой поделюсь в описании. Очень удобно, кстати, когда вот здесь можно нагреть воды и очень быстро помыться. Так, ну и коротенечко о снастях. Вот, кстати, соленый галечик, а вот уточки уже опаленные. О снастях. Ну, это, опять-таки же, кому интересно. Ловил на Maximus Gravity X микроджиг до 7 грамм. Катушка была Blackside циркон 1000 размера. Плетенка Gossan Roots 0,8. Так, теперь по снастям. Так. Вот. Байт. Так. 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 Собственно, больше у меня голец тут ничего есть и не хотел. Это вот батоновская резинка маленькая на граммовой головке. Большая резинка на граммовой головке. Это Lure Max Hattori 5-граммовая. Это Art Fishing Bite 7-граммовый. Собственно, все остальное голец есть тут не хотел. А арсенал, сами видите, богатый. Вот такие пироги. Ладно, всем пока-пока. До свидания.